Привет, друзья! В этом уроке мы подробно разберем Ghosting View, один из режимов просмотра в Spine. Если говорить просто, Ghosting View позволяет одновременно видеть несколько пост-скелетов из разных моментов времени на таймлайне. Вы видите не только текущий кадр, но и госты из предыдущих и последующих кадров. Для чего это нужно? Когда вы создаете анимацию, очень полезно видеть, откуда пришло движение и куда оно пойдет. Это помогает принимать более точные решения о текущей позе. Особенно это важно при создании плавных анимаций, таких как походка, бег, прыжки. Густы дают вам полную картину движения, насколько это возможно, не заставляя постоянно перематывать таймлайн туда и сюда, чтобы увидеть, какая поза была в предыдущем или какая поза будет в последующем кадре. Итак, Ghosting View содержит несколько основных разделов, и мы сейчас пройдемся по каждому из них. Для того, чтобы перейти в меню Ghosting, вам нужно перейти из режима Setup в режим Animate, и здесь в всплывающем, выпадающем меню Views выбрать Ghosting, либо нажать комбинацию клавиш Option-H. Выбираем его, и вот появляется наше меню. Значит, как вы видите, здесь у нас есть отдел Frames, Keys, Motion Vectors и настройки. Первый и самый основной раздел – это раздел Frames. Здесь у нас два ключевых чекбокса – Before и After. Также есть Current, но о нем мы поговорим чуть попозже. Когда чекбокс Before включен, отображаются госты предыдущих кадров. То есть вы видите такие позы, которые были у вашего скелета до текущего момента времени. Когда включен чекбокс After, вы видите последующие госты кадров. Вы видите, в какую позу скелет перейдет в будущем. Для каждого из этих режимов есть слайдеры Before Frames и After Frames. Они определяют, насколько далеко назад и вперед по таймлайну будут отображаться госты. Например, давайте установим чекбокс Before и выберем Before Frames 6. То есть это говорит о том, что мы должны увидеть 6 кадров предыдущих. Я перенес нашу линию таймлайна немножечко вперед, потому что из нулевого кадра мы не можем видеть предыдущие кадры, если у нас не включены определенные дополнительные инструменты. Поэтому я немножко переместился по таймлайну, и вот что вы видите. На самом деле вы сейчас видите 6 дополнительных кадров в виде обводки, где мяч находился до этого. Сейчас я выключу выбор имиджей. Итак, как я уже сказал, мы видим позы нашего анимируемого объекта, в данном случае это мяч, для каждого из 6 предыдущих кадров. То есть если я сейчас потяну ползунок немножечко вперед, вы увидите, что появляются дополнительные обводки. Это места, в которых, допустим, 13 кадров назад, это вот здесь, вот в этом положении был мяч, если вы понимаете, о чем я. Ну, в целом здесь все максимально просто. На самом таймлайне также отображается, на сколько кадров вперед или назад вы будете видеть госты. Вот такой вот расчесочкой, можно так сказать, какая-то линейка, не знаю, что такое. И если вы будете увеличивать или уменьшать ползунок Before или After, вы увидите, что на таймлайне увеличивается или уменьшается, в зависимости от того, что вы делаете, вот это вот гребешок, а также увеличивается или уменьшается количество кадров, которые вы видите в вьюпорте в режиме Animate. Давайте добавим также After Frames и увидим, что сейчас ничего не поменялось, потому что нам надо включить чекбокс также After Frames. И после этого вы видите, что у нас отображается 12 кадров, и вы можете проанализировать, где будет мяч в каждом из этих 12 кадров. Если вам не нравятся цвета, которыми отображаются наши госты, вы можете выбрать их здесь. Допустим, красный, любой, в принципе, из этих вариантов. Я поставил черный, потому что они достаточно контрастные, и нам сейчас хорошо видно, что происходит. Так, теперь важный параметр – Frame Steps. Он задает, с каким шагом будут рисоваться наши призраки внутри заданного диапазона. Вот на примере. Допустим, After Frames мы установили на 12, а Frame Step установили на 3. И вы видите, что в этом случае будет нарисовано 4 ГОСТа. Один на каждые 3 кадра. Вперед от текущего. И вы видите, что в этом случае будет нарисовано 4 ГОСТа. Один на каждые 3 кадра вперед от текущего. Вот эти 4 белые обводки. Этот фреймстеп просто определяет, насколько часто мы расставляем наших призраков между текущим кадром и границей диапазона. Ну, это может пригодиться, когда вы хотите понять, допустим, направление смещения персонажа в целом, и вам не важно видеть, и вам не нужно видеть покадрово, как перемещается персонаж. Также я хочу отметить, что в этом поле фреймстеп можно ввести и дробные значения, например, 0,5. И тогда отобразятся госты еще между кадрами. Они видны, так как фактически у анимации нет промежутков времени, и между кадрами работает интерполяция. И в некоторых случаях это очень полезная опция, но нужно иметь в виду, что чем больше ГОСТов вы отображаете, тем выше нагрузка на ваш процессор или видеокарту, что у вас там главнее. И если у вас сложный персонаж с множеством вложений, то при очень низких значениях FrameStep превью может тормозить. Давайте вернем значение на 1. Еще здесь есть чекбокс Current, о котором я говорил ранее. Когда он включен, призрак отображается и для текущего кадра. Это особенно полезно в таких двух ситуациях. Первая, когда у вас выключен автокей, где он, вот он. И в этом случае вы можете видеть разницу между текущей позой и тем, что уже записано в ключах. Второй, когда вы показываете призраков поверх скелетов с опцией On Top, о которой мы поговорим позже. Итак, это был раздел Frames. Давайте вернем все назад. Уберем After, Before в Frames. Следующий раздел – это Keyframes. Он также открывается с помощью вот этого треугольничка. Те же чекбоксы, те же слайдеры, но есть принципиальное отличие. В режиме Keyframes призраки отображаются только для тех кадров, в которых установлен ключ.
То есть не для каждого кадра с определенным шагом, а только для ключевых поз. Например, автофреймс мы установим на 6. Включим чекбокс авто. Здесь мы выберем, давайте, пока что ничего, а здесь силуэт. Даже не силуэт, а X-ray. Будет так правильно. Потом я все объясню, что это значит, поэтому не бежать. Итак, что мы сейчас видим? Как вы видите, у нас отображается только один гост. Вот я отскроллю назад. Видите, здесь ничего не отображается. Все почему? Что по дефолту отображаются только те ключи, которые входят в диапазон, выбранный вот здесь, в автофреймс. Давайте я выберу, вот у нас здесь 15 кадров, и я выберу, допустим, до 60, это еще 45 кадров. Вводим сюда значение 45, и вы видите, что у нас появились какие-то ГОСТы. Ну, они расположены так, как будто бы хаотично. Все почему? Потому что вы видите ГОСТы только на ключевых кадрах. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот вы видите все эти 5 ГОСТов. То есть в диапазоне 45 кадров у нас ключевых кадров только 5 штук. И вот они все. Вот здесь. Отсюда они начинаются и вот до сюда. Для чего у нас используется вот такой режим? Это очень удобно, когда у нас анимация с расставленными ключами, и мы хотим видеть только такие конкретные опорные позы, не отвлекаясь на какие-то промежуточные или интерполированные кадры. То есть разница будет большая, если мы сейчас включим вот здесь авто и выберем. Вы видите, что очень много кадров отображается, но это не ключевые кадры, это просто кадры, которые идут по порядку. Вот здесь мы выставили frame step 1, и вот с этим шагом они идут до 24 кадров. А здесь, если мы выбираем 45, то мы видим всего-то ничего. Вот здесь пару кадров, потому что в этом диапазоне у нас выставлено только парочку кадров. А дальше уже снизу вот у нас еще какое-то месиво из кадров. Итак, я думаю, что с этим все понятно. То же самое before, если мы выставим. Вы видите, здесь увидим, наверное, только один кадр, потому что здесь у нас ничего нет. И он отрисовывает по дефолту в любом случае один кадр. Вот он есть. Находится он в этом диапазоне 6 кадров или нет, он все равно отрисуется. То есть по факту это наш первый кадр нулевой. Можно сказать, что keyframes и frames — это два таких дополняющих друг друга инструмента. Значит, frames дает такую равномерную картинку движения, а keyframes, он фокусирует внимание больше на ключевых позах. И чтобы вы понимали, ключевые — это не значит там супер важные, а это значит просто те позы на таймлайне, те кадры на таймлайне, где проставлены ключи. Так, идем дальше. Переходим к разделу Motion Vectors. Как вы видите, не сильно отличается этот режим визуально от остальных. Давайте берем все, что здесь есть. Это очень полезный, но не всегда такой очевидный инструмент. Честно говоря, я так редко очень им пользуюсь. При необходимости он хорошо упрощает работу, но это не основной мой инструмент. Итак, Motion Vector включает отображение линий движения для вершин меша и атачментов, которые вот включены в кость. Это такие стрелочки или линии, которые показывают, насколько сильно и в каком направлении перемещается каждая вершина вашего атачмента с течением времени на таймлайне. Какую такую практическую пользу это дает? Вы можете, так знаете, буквально увидеть скорость движения различных частей вашего персонажа, какие вершины будут двигаться быстро, какие медленно, есть ли там какие-то скачки резкие, есть ли неровности в движении. Это такая своеобразная тепловая карта скорости, только в виде векторов. Ну, поверьте, другого способа отобразить перемещение вершин, наверное, сложно придумать. Итак, давайте я вам покажу, как он работает. Выключу гостинг по ключам и включу, значит, допустим, автор. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, мы перемещаемся чуть поближе. И вот здесь вы уже начинаете видеть различные стрелочки. Вот здесь вот у нас есть синяя стрелочка. Давайте я ее сделаю черной. И, значит, что это значит? У нас автофреймс отображается черной стрелочкой. Если я перемещаю ползунок автофреймс чуть дальше, вы видите, что эти стрелочки растут. Но кажется, что они перемещаются. Но перемещается только конечная точка этой стрелочки. То есть вот сама вершина стрелки. А начальная точка остается на месте. И что для нас это значит? Если мы включим видимость сетки, вы увидите, что стрелочки-то начинаются у нас как раз-таки с вершины сетки. Даже с учетом того, что это не меш, это просто вложение. И вы видите, что вот отсюда начинается вот эта стрелочка, отсюда с этого угла, и вот здесь то же самое. И что это значит? Что в течение 14 кадров вот этот угол переместится вот сюда. Вот и все, что это значит. И для каждого угла то же самое. То есть давайте вот мы перейдем в режим Setup. Я выберу наш мяч, сделаю мяч мешем, изменю немножко, давайте сгенерирую просто сетку и вернусь назад. Теперь мы не видим наших векторов. Но все потому, что в данном режиме мы уже анимируем сетку. Что это значит? Допустим, мы хотим выставить ключ. Вот давайте выставим здесь один ключ, и на таймлайне через пару кадров, допустим, через 2, выставлю второй ключ, и я что-либо изменю здесь. Вот так вот перетяну нашу вершину. Что теперь? Вы видите, что стрелка указывает на то, в каком направлении и насколько переместится вершина с течением времени. То есть вот у нас здесь есть анимация меша, и по этой анимации мы видим, что эта вершина реально перемещается в своих координатах, естественно, до конца этой стрелки. Вот так работает Motion Vector для меша. Давайте я удалю анимацию и перейду
в режим Setup и снова уберу галочку Mesh. И вот посмотрите, что у нас, допустим, вот эта вершина, она перемещается за то же время, которое мы установили, 14 кадров, на меньшее расстояние, чем перемещается, допустим, вот эти вершины. А перемещается он так, потому что у нас точка вращения снизу шара, а не в середине. Если бы она была в середине, тогда бы все вот эти вот вершины перемещались бы на одинаковое расстояние с течением времени. Итак, в этом разделе Motion Vectors есть также режим Threshold. Что он означает? Это такие пороговые значения. Он скрывает векторы движения, длина которых меньше заданного порога. Вы можете выкручивать этот ползунок дальше, чем он есть, не пугайтесь. Я уже говорил, что здесь много инструментов, которые работают за UI, так сказать. Поэтому вот мы выкручиваем их до значения 500, и вы видите, что у нас ни одной стрелочки не отображается. Если мы покрутим чуть ниже, допустим, до 50, до 100, вот у нас отображаются только две верхние стрелочки. Это значит, что они перемещаются на значение больше 100. Я полагаю, что это значение в пикселях, поэтому имейте в виду. Это удобный инструмент, когда вы хотите посмотреть, там, возможно, вы неправильно настроили сетку, или у вас одна часть меша двигается быстрее, чем вторая, хотя они должны двигаться одновременно. В этом случае достаточно удобный инструмент. Можно сказать, что Motion Vectors — это такой инструмент для очень тонкой настройки, когда вам нужно, чтобы анимация была идеально плавная, там, и скорость движения была постоянной и предсказуемой. Итак, давайте еще раз проговорим о том, как у нас отображаются наши ГОСТы. Как вы видите, в каждом из разделов у нас есть два таких, значит, поля для выбора цвета. По логике понятно, что прямоугольник для выбора цвета слева относится к Before, а прямоугольник для выбора цвета справа относится к After. И изменяя вот этот цвет, вы в целом можете менять цвет отображения ваших Before и After фреймов. Вот вы видите, здесь я установил красный. Давайте, наверное, знаете, что я сделаю? Я сейчас быстренько поменяю цвет нашей стены на белый. Окей, так, наверное, будет лучше видно сейчас. Значит, выбираете цвет. В целом все интуитивно понятно, все максимально просто с этими цветами, поэтому здесь акцентировать какое-то внимание на этом вообще не стоит. Дальше давайте поговорим о таких выпадающих селекторах. Вот здесь вот. Значит, левый селектор, он управляет тем, как отображаются attachment'ы гостов. Что это значит? Значит, первый вариант None. Attachment'ы не отображаются вообще. Второй вариант в списке — это Images. Если мы выбираем Images, в данном случае вы видите, что все стало черным, потому что у нас черный цвет, и все кости, абсолютно все кости работают для того, чтобы отображать ГОСТы. Сейчас я забегу немножко вперед и включу просто вот такой вот инструмент, выберу, и вот так вот сделаю. Я потом чуть попозже вам объясню, что сделал. Итак, у нас есть изображение во всплывающем этом меню изображения. Это значит, что мы можем видеть изображение. Давайте я сделаю белым. И вы видите, как он вращается 22 кадра до текущего момента. Как вы уже поняли, если выбрать в качестве цвета белый цвет, изображение остается без изменений в своем исходном виде. Если выбрать другой цвет, допустим, я вот выберу, давайте красный, вы видите, что наши ГОСТы тонируются в такой красный цвет. Это режим наложения Multiply, аналогичный режим наложения Multiply в Photoshop. Если вы разбираетесь в этих режимах, то вам это о чем-то говорит. Давайте выберем снова белый цвет и нажмем ОК. Также, кстати, здесь есть режим прозрачности. То есть вы видите, что можно вообще скрыть полностью вот эти ГОСТы, убрав прозрачность к нулю. Или просто выбрать какую-то степень прозрачности этих ГОСТов. Иногда это очень удобно, иногда это, как вот сейчас, это сильно рябит в глазах, поэтому давайте сделаем 100% и нажмем ОК. Третий вариант в меню — это режим Solid. Сейчас вы видите, что все отображается белым. Давайте выберем какой-то другой цвет, чтобы было более наглядно. И вы видите, что в этом режиме все атачменты отображаются сплошным однородным цветом. И, естественно, этот цвет немножко полупрозрачный для того, чтобы можно было разобрать, где заканчивается один и начинается второй. Потому что если все будет залито сплошным солидом, у вас просто будет вот такая колбаса здесь из цвета. А так вы хотя бы понимаете и видите, где начинается и где заканчивается конкретный призрак на конкретном кадре. Хорошо, с левым селектором мы разобрались. Давайте снова выключим его и перейдем в правый селектор. Итак, здесь у нас тоже есть три варианта. Вариант None. У нас ничего не отображается, никакие ГОСТы, хотя включена галочка Before, и у нас есть Before Frame 22 ключа. Но мы ничего не видим, потому что в этом селекторе и в этом селекторе мы указали, чтобы ничего не отображалось. Итак, переходим к правому селектору, выбираем силуэт. Что нам дает силуэт? Итак, вот мы выбрали красный цвет. В режиме силуэт призрак обводится весь просто обводкой. То есть внутри ничего нету, а вот по контуру просто у нас присутствует вот такая обводка. При этом вы можете строить различные комбинации с вариантами из первого селектора. Например, выбрать режим Solid, и вы увидите, что в этом режиме у нас отображается и обводка, и заливка цветом. Окей, это понятно. Выключаем из левого селектора видимость attachment'ов и переходим в режим X-Ray. Вы видите, что сейчас ничего не поменялось. Все почему? Потому что в режиме X-Ray обводится каждый отдельный attachment. То есть, если у вас, допустим, персонаж, который вы анимируете, состоит, скажем, из головы, туловища, рук, ног, то в режиме X-Ray вы увидите контуры каждого из этих частей по отдельности. Давайте я вам покажу, что это значит. Перейдем в Setup. И давайте просто по приколу сделаем еще один шар, сделаем еще один мяч, продублируем его и немножко переместим его. Вот вы видите, у нас два мяча сейчас есть. Итак, мы переключились в режим Animate, и что вы здесь видите? Сейчас мы можем наблюдать ГОСТы для обоих мячей. Причем эти ГОСТы пересекаются между собой. Если выбрать режим Silhouette, то в этом режиме вы увидите только, давайте вот я сделаю их поменьше, 2.
и 3. Вы видите только силуэты этих двух мечей как одного объекта, понимаете? Но если вы включите режим X-Ray, вы увидите раздельные силуэты для каждого объекта. Надеюсь, с этим понятно. Режимы Images, Silhouette, X-Ray потребляют немного больше ресурсов GPU, особенно если одновременно отображается много ГОСТов. Если производительность падает, уменьшаем количество призраков и переключаемся в режим Solid или вообще в режим None. Итак, переходим к разделу Options. Здесь собраны настройки, которые определяют поведение наших призраков. Начнем с опции Anchor. Когда Anchor включен, призраки наши отображаются на фиксированных позициях относительно нулевого кадра. Что это означает на практике? Мы включаем чекбокс Anchor, и давайте немножечко сделаем больше, значит, before frames и небольшой шаг сделаем, чтобы было понятно, о чем я говорю. И когда мы начинаем перемещаться по таймлайну, призраки не меняют свою позицию. Вы видите, что они остаются на своих местах. Если я выключу чекбокс, то наши призраки также будут перемещаться. Они, понимаете, анимируются вместе со скелетом, просто со смещением во времени. Призраки как бы идут вместе с вашим анимируемым объектом, когда Anchor выключен. А когда включено, тогда они остаются на месте. Наши призраки не перемещаются. Только мы настигаем наш призрак, вот он совпадает наш шар с призраком, появляется новый призрак, потому что вот этот призрак уже не нужен. Вот такая логика работы. Важно понимать, что параметр Anchor, он работает только с кадрами, он не работает с ключами. Ключи у нас по дефолту используют режим Anchor, поэтому вы можете, когда работаете с ключами, не выбирать режим Anchor. Он и так в целом всегда включен. Итак, теперь мы поговорим о связке Anchor и Offset. Когда используется Offset и Anchor включен, позиция заякоренных призраков зависит от того, насколько они близки по времени к текущему кадру. То есть при воспроизведении анимации призраки будут казаться скользящими по направлению к текущей позе или от нее, в зависимости от того, что вы включили, там, before или after. А когда Anchor выключен, призраки всегда рисуются на фиксированном расстоянии Offset от скелета. Что это значит? Вот смотрите, я включаю здесь для фреймов режим After, также выбираю, давайте выберем 2 фрейма и делаю офсет по оси X на вот примерно такое расстояние. Просто это рандомно, но в целом ни на что не влияет. Итак, если у нас Anchor выключен, то при перемещении по таймлайну вы видите, они все на фиксированном расстоянии двигаются дальше вместе с основным объектом. Но если мы включаем чекбокс Anchor, то при перемещении вы видите, что у нас позиция заякоренных призраков, она зависит от того, насколько они близки по времени к текущему кадру. И эти призраки, они сейчас, видите, как скользят по направлению к текущей позе. Надеюсь, с этим все понятно. То есть в целом это достаточно удобный инструмент, когда вы хотите проверить, проскальзывают ли у вас ноги при ходьбе. Вы настраиваете офсет, и если у вас не совпадают там точки касания, значит вам нужно поработать с походкой в анимации. Следующая настройка On Top. Логично предположить, что она отвечает за то, чтобы призраки отображались поверх вообще всего в вьюпорте. Давайте выберем авто, включим пару кадров. Наш силуэт, по сути, находится сверху меча. Если отключить вот эту галочку, он будет находиться под вот этим вот прямоугольником белым. То есть в целом, когда-то это удобно, когда-то неудобно. Практически всегда я использую эту настройку включенной. Переходим дальше. Настройка Loop. Что же она означает? Вот мы выберем режим Before. И давайте выберем там 13-15 кадров. Вы видите, что наш гребешок начал отображаться с конца анимации и к началу. Что это нам дает? Для начала мы поменяем цвет отображения призраков. Давайте поставим черный. И выберем вместо Solid силуэт. И вы видите, что сейчас мы видим отображение последних кадров. Это тоже очень удобная опция для зацикленных анимаций, потому что, допустим, если я выставлю здесь каких-нибудь там 90 кадров, также выставлю для авто тоже 90, выберу цвет более красный. Он, конечно, плохо отображается, поэтому вместо силуэта мы выберем Solid. Вы увидите, что мы видим полную картину перемещения нашего шара. И это не зависит от того, заканчивается анимация или начинается. Мы постоянно видим вот этот цикл призраков. Это супер удобно. Давайте верну все к нормальным значениям. Вы, кстати, можете и здесь и сразу поставить 180 и будете видеть, но только одним цветом. Окей, суть с этим, я думаю, понятно. Также в версии 4.3 появился такой вот чекбокс Bones. Что он означает? Он означает только то, что вы будете видеть кости. Давайте выключим видимость имиджа. И вы видите, что мы отобразили только одни кости. В целом достаточно удобная опция. Итак, мы плавно подобрались к офсету. Итак, как вы уже поняли, офсет перемещает по оси X и Y либо вправо, либо влево наши призраки. Классная вещь, удобно использовать. Рекомендую вам пользоваться такой штукой. Вот мы перемещаемся и по Y, и по X одновременно, и вы видите, что мы сместили наши. Давайте сделаем авто, переместим вот так. Все, у нас есть 10 призраков в 10 кадрах для авто. И так как мы сместили все относительно X влево, у нас смещаются эти призраки влево. Если мы смещаем вправо, они смещаются вправо. То же самое с Y. Если смещаем влево, смещается вниз.
Смещаем вправо, смещается вверх. Почему это используют? Иногда, на самом деле, проще посмотреть, как ведет себя объект, когда вы его сместили. Потому что при наложении призраков, допустим, у вас объект не перемещается в пространстве, а только у него там что-то колышется или, там, не знаю, небольшое движение какое-то в каком-то определенном пространстве. И когда вы включите призрака, у вас будет просто тупо каша здесь из призраков, вы ничего не увидите. Тогда в этом случае классно использовать offset. Вот взяли offset, включили там режим images, выбрали белый цвет, прозрачность чуть другую. И увидите, как у вас с каждым кадром, следующим, в зависимости от того, сколько кадров вы выбрали, изменяется вложение в выбранной кости. И последний блок в Options – это Selection, то есть управление выделением. Здесь у нас 3 кнопки. Первая кнопка выбора костей. Когда она активна, призраки отображаются только для атачментов в слотах, привязанных к текущей выделенной кости. Вы можете выбрать несколько костей, и если в этих костях есть слоты, в которых есть атачменты, призраки для этих атачментов будут отображаться. Если ни одна кость не выбрана, как я вам уже говорил, отображаются все атачменты сцены, что в целом иногда очень неудобно. Вторая кнопка блокировки. Она фиксирует, значит, текущий набор костей, для которых привязывается призрак. То есть после блокировки вы можете изменять выделение костей в редакторе, а набор призраков костей останется прежним. Допустим, вот у нас сейчас выбрана вот эта кость. Если я сейчас, не заблокировав, перейду вот сюда, вы увидите, что все призраки исчезли. Чтобы они появились, мне нужно перейти в кость, в которой есть вложение. Вот наше вложение, наш attachment. Правильно? Значит, мы выбираем эту кость и сразу же видим призраки. Чтобы их видеть постоянно, все, что нам нужно сделать, это нажать на вот этот замочек. И дальше мы можем перемещаться вот здесь вот по нашему скелету, что-то делать. И вы видите, что мы все равно видим призраки, которые относятся к кости Ball Rotate. Это очень удобная функция. Я ей практически постоянно пользуюсь. Также у нас есть здесь кнопка обновления. Она обновляет набор призрачных костей, можно так назвать, в соответствии с текущим выделением. То есть, если вот сейчас у меня выделена вот эта кость, и я нажму вот сюда на эту кнопку «Обновить», то все призраки исчезнут. А исчезнут они потому, что в этой кости нету вложений, нету слота, в котором есть вложение. Если бы здесь был слот, то начали бы отображаться призраки для вот этой кости. Ну, вот, допустим, представьте, что у нас здесь отображаются какие-то призраки сейчас, да? Мы переходим вот сюда, на эту кость, и хотим, чтобы призраки начали отображаться вот для этой кости, для Ball Rotate. Что нам надо сделать? Нам надо снять замочек, опять что-то поставить замочек. Короче, это не очень быстро и удобно, поэтому просто нажимаем кнопку «Обновить», и у нас появляются призраки для этой кости. Вот такой вот инструмент гостинг. Я надеюсь, все было понятно. Увидимся в следующем уроке. Всем пока.